Марианская впадина– это самое глубокое место на планете, скрытое под толщей воды. Она простирается на невероятные 7 миль вниз, и даже самые современные технологии испытывают трудности в изучении этой таинственной бездны. Но несмотря на все ограничения, исследователи продолжают пытаться проникнуть в ее тайны. Чем же так манит это место и что скрывается в его непроглядной темноте? Во-первых, сама структура впадины поражает воображение. Она состоит из сложного лабиринта узких каньонов и глубоких ущелий, которые словно созданы для того, чтобы прятать в себе секреты. Глубоко внизу постоянные землетрясения и движения земной коры создают такую мощную турбулентность, что вода никогда не стоит на месте. Это создает постоянное ощущение неизвестности и опасности для всех, кто осмеливается исследовать эти мрачные воды. Погружаясь глубже, становится ясно, что пресловутая непроглядная темнота скрывает в себе нечто большее, чем просто тишину и покой. Ученых особенно поражает обилие странных и неизвестных существ, которые обитают здесь. Эти существа эволюционировали в абсолютной темноте и при крайне высоком давлении, что делает их уникальными во многих отношениях. Многие из них имеют биолюминесцентные свойства, создавая зрелищные световые представления, которые трудно описать словами. Однако это загадочные огни, всего лишь верхушка айсберга. Кроме того, исследователи неоднократно сообщали о странных движениях воды и внезапных изменениях температур, которые не поддаются логическому объяснению. Невидимые силы, которые влияют на эти явления, представляют собой настоящую загадку. Представьте себе непредсказуемость и силу течений, которые способны в одно мгновение изменить все планы исследовательской команды. Причудливые формы жизни и странные гидротермальные источники, извергающие кипящую воду, это еще не все, что ждет тех, кто осмелится отправиться в глубины. Открытия здесь требуют не только технического оборудования, но и невероятной смелости. Ведь всегда остается шанс столкнуться с чем-то, что не поддается ни одному из привычных нам научных объяснений. Что же еще может скрываться в этих недоступных глубинах? Возможно, это новые формы жизни, которые прячутся от человеческих глаз. Или давно забытые артефакты, оставленные цивилизациями, о которых история давно забыла. Или, быть может, это нечто более загадочное и опасное, чем мы можем себе представить. Тем не менее, каждое новое открытие только подогревает интерес к этой бездне, делая ее одной из самых интригующих и загадочных природных аномалий нашего времени. Но прежде чем раскрыть тайны и чудеса, которые может предложить нам следующий раздел, давайте обратим внимание на следующее. Даже когда истина кажется близкой, она все равно ускользает от нашего понимания. Что же может означать это для тех, кто выбирает путь в темноту? Марианская впадина уже много лет привлекает к себе внимание исследователей. Одной из причин такой прицельной заинтересованности являются поразительные визуальные аномалии, наблюдаемые на глубине. В темноте, где свет не проникает естественным путем, происходят загадочные явления, ставящие в тупик даже самых опытных ученых. Попробуйте представить, как среди беспросветной тьмы вдруг начинают возникать мерцающие огоньки, которые танцуют в воде, словно призрачные существа. Эти странные световые всполохи порождают гипотезы о новом виде биолюминесцентных организмов, способных выживать в условиях экстремального давления и постоянной темноты. Однако загадочные огни– это не единственные аномалии визуального характера. Исследователи часто сталкиваются с феноменом, который они называют водяными зеркалами. Это как будто невидимые барьеры, отражающие свет и искажающие образы. В таких местах кажется, что вода обретает плотность вещества и, словно магическое зеркало, показывает искаженные изображения реальности. Эти явления настолько экстраординарны, что вызывают массу вопросов у научного сообщества. Кроме того, на огромной глубине фиксируются необычные движения воды. Особое внимание привлекают странные завихрения и вихри, которые появляются из ниоткуда, будто подчиняясь невидимой силе. Эти вихри могут достигать значительных размеров и порой поглощают все на своем пути. Они создают иллюзию, что глубины буквально обитаемы, как будто кто-то или что-то управляет водным потоком. Вероятно, эти загадочные вихри и есть причиной того, почему многие экспедиции, отправившиеся в недра впадины, так и не вернулись. Также наблюдались и резкие изменения температуры воды, которые еще более запутывают ученых. Представьте себе, как внезапно температура воды подскакивает на несколько градусов, а затем также резко падает. Подобные колебания могут влиять на флору и фауну, создавая совершенно уникальные условия для существования жизни. Это редкий случай, когда вода буквально кипит и замерзает практически в одно мгновение. Такие скачки температуры не поддаются объяснению, что только добавляет таинственности этой загадочной области океана. Иногда исследователи сталкиваются с удивительными иллюзиями, когда на дне внезапно просвечиваются тени несуществующих объектов. Одна из теорий предполагает, что на таких глубинах могут быть скрыты подводные города, их силуэты иногда становятся видимыми благодаря особым условиям освещения и давления. Но до сих пор нет четких доказательств, подтверждающих это предположение. Эти тени словно заманивают ученых глубже, обещая открытия, которые могут изменить наше понимание океанов. Каждый новый взгляд на впадину порождает больше вопросов, чем ответов.
Какая сила управляет этими феноменами? Почему они проявляются только в самых темных уголках океана? Эти и многие другие загадки остаются нерешенными, несмотря на многочисленные попытки их раскрыть. Возможно, в ближайшем будущем появятся новые технологии, которые смогут пролить свет на эти тайны. А пока ученые могут только попытаться разгадать секреты, хранящиеся в недрах Марианской впадины, и надеяться, что однажды ответы на все вопросы будут найдены. Вопрос в том, готовы ли мы к тому, что могут раскрыть эти глубины. Ведь за каждым новым открытием могут скрываться опасности, о которых мы даже не подозреваем. Марианская впадина, находящаяся на глубине 7 миль под поверхностью океана, является домом для существ, которые будто бы вышли из страниц древних мифов и легенд. Эти жители темноты настолько уникальны, что даже опытные биологи останавливаются в недоумении. Представьте себе, как на дне океана в полной темноте появляются странные создания, о существовании которых вы бы никогда не подумали. Обитатели этой глубинной бездны развивались в условиях, которые не похожи ни на что на поверхности Земли. Давление там в 1000 раз превышает атмосферное давление, и температура постоянно колеблется. В результате многие существа приобрели пугающие формы и навыки. Одни из них обладают хищными челюстями и сильными конечностями, способными захватить добычу в мгновение ока. Другие — огромными глазами, которые улавливают даже самые слабые проблески света, появляющиеся от биолюминесцентных организмов. Особенно примечательны обитатели, которые используют биолюминесценцию не только для освещения своего пути, но и как средство защиты или атаки. Некоторые виды, как, например, светоносный кальмар, излучают яркий свет, отпугивая хищников или дезориентируя их. Однако далеко не все создания живут в гармонии с остальными обитателями бездны. На глубине скрываются хищники, как гигантские морские черви, которые передвигаются с такой скоростью, что жертва не успевает уйти в сторону. Кроме того, здесь можно встретить и настоящих монстров океана, таких как глубоководные акулы, которые, возможно, являются самыми древними и выносливыми хищниками на планете. Их кожа покрыта плотными чешуйками, напоминающими кость, а зубы прочные, как алмаз. Эти создания могут выдерживать гигантское давление и остаются невидимыми, пока не решат показать себя. Подводные исследователи нередко сообщают о столкновениях с гигантскими кальмарами, которые прячутся в темноте до тех пор, пока не почувствуют угрозу. Эти существа могут достигать в длину более 40 футов и способны выживать там, где другие испробовали бы свои силы в бесплодных попытках. Их щупальца невероятно сильны, и ученые до сих пор не могут понять пределы их возможностей. Некоторые из самых необычных существ — это глубоководные рыбы, обладающие прозрачными телами и светящимися органами. Эти существа могут становиться невидимыми для своих хищников, что позволяет им без труда охотиться или скрываться. И хотя они выглядят как существа из научно-фантастического фильма, их существование уже не вызывает сомнений. Отправляясь на дно впадины, ученые всегда готовы к неожиданным встречам, но ничто не может подготовить их к реальности. Иногда оборачивается так, что перед вами возникает нечто, что не только пугает своим видом, но и бросает вызов всем известным законам природы. И, несмотря на все попытки разобраться в тайнах этих существ, их повадки остаются загадкой, которая порой ставит под сомнение даже самые твердые научные теории. Тем не менее, все, кто имеет смелость погрузиться в воды Марианской впадины, понимают, опасности, скрывающиеся в ее недрах, являются не просто частью природы, но и ее неизведанной импровизирующей стороной. Эти существа, выбранные временем и условиями, делают эту бездну одним из самых опасных, но и самых захватывающих мест на Земле. Как долго еще эти существа смогут оставаться в тени? Пока одни исследователи фиксируют на камеру мелькание светоносного хвоста, другие пытаются запечатлеть на пленку неуловимую тень, следя за тем, чтобы не сделать решающий шаг в неверном направлении. Может ли когда-либо человек раскрыть все тайны этих обитателей и не столкнуться с угрозой, о которой лучше было бы и не знать? Или же лучше оставить это место неразгаданным, храня его секреты в темноте, где они и были рождены? Марианская впадина — это не только загадка для ученых, но и место, где происходили необъяснимые исчезновения экспедиций, вызывающие настоящий ужас. История знает множество примеров, когда исследователи отправлялись на поиски знаний в эти глубины, но так и не возвращались. Эти трагические случаи становятся поразительными свидетельствами опасности, скрывающейся в недрах океана. Одна из самых известных экспедиций, исчезнувшая без следа, состоялась в середине 20 века. Команда опытных исследователей, оснащенная самой передовой на тот момент техникой, решила проверить гипотезу о наличии подводных пещер. Они отправились в свое путешествие полной уверенности в своих силах и подготовке. Однако спустя несколько дней после погружения связь с ними оборвалась. Попытки восстановить контакт принесли лишь тишину в ответ. Ни одно из поисковых мероприятий не принесло успеха, и команда навсегда осталась в истории как одна из многих загадок впадины. Не менее жуткая история произошла в конце 20 века, когда другая группа исследователей использовала новый тип подводного аппарата. Они хотели изучить неизвестные звуки, доносившиеся из глубины.
Эти звуки, казалось, исходили из самого сердца впадины, и ученые были полны решимости выяснить их природу. Однако, как только аппарат достиг определенной глубины, связь с ним начала пропадать. Последнее, что услышали сотрудники на поверхности, был ужасающий рев, который прозвучал так, будто сам океан ожил. Аппарат исчез, оставив лишь множество вопросов и страх у тех, кто осмелился взглянуть в эту бездну. Одна из экспедиций в 21 веке, отправившаяся с целью исследований, связанных с уникальными обитателями глубин, также завершилась трагически. На борту находились выдающиеся ученые, которые надеялись обнаружить неизвестные виды, способные выживать в условиях экстремального давления. Однако, как только они добрались до места назначения, где, по их расчетам, могли находиться эти существа, случилось нечто необъяснимое. Сигналы тревоги начали поступать на поверхность, и связь с подлодкой была оборвана. Спасательные экспедиции нашли лишь глубокую царапину на дне, напоминающую след от гигантской руки. Что стало причиной столь стремительного исчезновения, остается загадкой. Погибшие экспедиции, исчезнувшие без следа, напоминают нам о том, что впадина несет в себе нечто большее, чем просто научный интерес. Каждая утраченная жизнь– это предупреждение о том, что мы можем не знать всех опасностей, которые таятся в этих водах. Это кладбище исчезнувших миссий становится еще одной загадкой, над которой ломают головы лучшие умы. Стоит ли современным исследователям рисковать, повторяя попытки тех, кто погиб, или оставить эти глубины в покое? Ведь каждый раз, когда мы стремимся раздвинуть границы неизвестного, мы сталкиваемся с еще более глубокими тайнами. Может ли одна из этих тайных сил вызывать исчезновение экспедиций, или же это просто проявление силы природы, которую мы пока не можем постичь? Но эти загадочные исчезновения не останавливают исследователей, и в будущем новых попыток избежать может быть просто невозможно. Оставляет ли это нас с вопросом, стоит ли тайны впадины всех жертв и усилий? Современные технологии, казалось бы, достигли невероятных высот, и все же Марианская впадина остается местом, где многие из них оказываются бессильными. Сбои и неудачи, с которыми сталкиваются экспедиции, отправляющиеся в глубины этой загадочной области, напоминают о том, что даже самое продвинутое оборудование не всегда способно справиться с испытаниями, которые поджидают его в темноте. Одной из самых известных неудач стала миссия глубинного погружения, в ходе которой современные подводные дроны постигла участь провала. Дроны, разработанные для исследования неизведанных уголков, внезапно начинали выходить из строя после достижения определенной глубины. Их датчики и камеры отказывали, передавая на поверхность хаотичные звуковые и визуальные сигналы. Это явление приводило ученых в замешательство, поскольку технологии, которые считались надежными, показывали свою несостоятельность в условиях столь экстремального давления. Подводные роевые аппараты, созданные для одновременного исследования множества точек, также испытывали серьезные трудности в этих водах. При погружении вглубь впадины они сталкивались с проблемами в навигации. Их встроенные компасы начинали давать сбои, и аппараты теряли ориентацию, нередко сталкиваясь друг с другом. Некоторые из них бесследно исчезали, оставляя после себя лишь обрывки данных, которые ни о чем не говорили специалистам. Еще один пример– миссия с использованием автономных аппаратов, разработанных для сбора образцов грунта и воды на дне впадины. Как только аппараты достигали заданной глубины, их механические руки, предназначенные для сбора образцов, по необъяснимым причинам переставали функционировать. Камеры фиксировали, как манипуляторы запутывались в невидимых течениях и отказывали, не сумев выполнить свою задачу. Анализ записей так и не помог обнаружить причину этой загадочной поломки. Современные технологии связи также сталкиваются с серьезными испытаниями в этих глубинах. Исследователи, пораженные странными интерференциями и шумами, часто теряют связь с экспедиционными аппаратами. Иногда кажется, что какой-то невидимый барьер блокирует сигналы, не позволяя им достигнуть поверхности. Это не только затрудняет получение данных, но и представляет серьезную угрозу для безопасности самих исследователей. Даже самые передовые энергетические системы резко теряют эффективность в условиях давлений, царящих на дне впадины. Батареи, которые должны были обеспечивать длительную работу оборудования, разряжаются гораздо быстрее, чем предполагалось. Это приводит к тому, что аппараты вынуждены преждевременно возвращаться на поверхность, не выполнив свою миссию. Нередко возвращение сопровождается повреждениями, которые еще больше усложняют задачу. Однако наибольший шок у специалистов вызвала внезапная потеря одного из самых мощных исследовательских аппаратов 21 века. Этот аппарат, оснащенный самыми современными технологиями наблюдения, должен был провести детальное изучение геологических образований на дне впадины. Однако после того, как он достиг заданной точки, все его системы вышли из строя. Последние данные, отправленные на поверхность, содержали лишь неразборчивые искаженные изображения, которые больше походили на абстрактные картины, нежели на реальные объекты. Эти многочисленные сбои и неудачи заставляют задуматься, что именно в Марианской впадине вызывает такую нестабильность в работе технологий. Возможно, глубоководные условия влияют на оборудование на уровне, который пока не удалось понять. Или, быть может, в игру вступают необъяснимые силы, которые остаются за рамками наших знаний.
Так или иначе, эти испытания требуют от специалистов пересмотра существующих подходов и поиска новых решений, чтобы в будущем успешно преодолевать трудности, с которыми сталкиваются технологии в недрах океана. Каждый новый шаг в изучении этой бездонной пропасти сопровождается не только новыми открытиями, но и множеством препятствий, которые предстоит преодолеть. Современные технологии — это лишь часть той головоломки, которая связана с исследованием самых глубоких океанских вод. Перед нами стоит задача не только разгадать тайны, которые скрывает Марианская впадина, но и разработать такие технологии, которые смогут выдержать ее неумолимые испытания. Может быть, однажды мы найдем ответы на все вопросы, но, как показывает опыт, до этого момента еще далеко. Когда исследовательские аппараты погружаются в глубины Марианской впадины, они порой фиксируют нечто по-настоящему необъяснимое. Загадочные звуки, которые проникают через толщу воды и заставляют специалистов ломать головы над их происхождением. Эти звуки, прозвучавшие из самых недр океана, бросают вызов всем известным науке теории. Первый зафиксированный случай таких звуков произошел несколько десятилетий назад, когда одно из первых крупных исследований впадины дало необычный результат. Аппаратура, установленная на борту исследовательского судна, начала улавливать низкочастотные звуки, которые резко сменялись на высокие резкие крики. Эти звуки, прозвучавшие словно эхо из другой реальности, стали предметом множества спекуляций и дискуссий в научном сообществе. Одни предполагали, что это могли быть звуки неопознанных формаций на дне впадины, другие, что это сигналы неведомой подводной цивилизации. Не менее интригующим оказался случай, когда автономный аппарат, оборудованный чувствительными микрофонами, зафиксировал звуки, напоминающие ритмичный барабанный бой. Эти звуки не походили на привычные шумы подводных течений или морских существ. Некоторые ученые высказали гипотезу, что это могут быть вибрации, производимые гигантскими подводными геологическими процессами, но без конкретных данных все остается на уровне догадок. Другая экспедиция столкнулась со звуками, которые были названы шепотом глубин. Они были настолько тихими и завораживающими, что казалось, словно сама впадина нашептывает свои тайны. Эти звуки доносились в основном из самых нижних слоев, где давление настолько высоко, что даже звук ведет себя иначе. Некоторые исследователи предположили, что это может быть нечто вроде подводного эха, отражающегося от стен впадины, хотя и подтверждений этому пока нет. Существуют и другие примеры звуков, которые невозможно объяснить рационально. Например, один из подводных дронов записал звук, напоминающий удары грома, хотя ни одной буревой установки поблизости не было. Эти звуки напоминали взрывы, но их источник так и не был обнаружен. Этот случай стал настоящей загадкой для специалистов по подводной акустике, которые до сих пор не могут предложить ни одного правдоподобного объяснения. Еще один загадочный феномен наблюдается, когда аппараты фиксируют внезапные всплески звука, которые раздаются словно из ниоткуда. Эти всплески настолько мощные, что способны заглушить все остальные сигналы и вызвать помехи в работе оборудования. Некоторые считают, что это может быть результатом мощных подводных выбросов метана или других газов, однако явление требует дальнейшего изучения. Не стоит забывать и о загадочных криках, которые слышали некоторые исследователи. Они описывали их как звук, напоминающий горе или отчаяние, исходящий откуда-то из темных глубин. Эти крики настолько пугающие, что многие экспедиции предпочли бы избегать районов, где они были зафиксированы. Хотя специфических данных об этих звуках немного, они продолжают оставаться частью мрачного фольклора, окружающего изучение Марианской впадины. Удивительно и то, как звуки могут менять интенсивность и частоту, когда аппараты приближаются к определенным точкам. Одним из таких примеров является звук, напоминающий ритмичное гудение, которое резко усиливается, когда аппаратура подходит к загадочным структурам на дне. Эти структуры, похожие на подводные пирамиды, остаются неисследованными и обрамленными таинственными звуками. Эти и другие странные звуки создают впечатление, что Марианская впадина — это нечто большее, чем просто природное явление. Возможно, это своего рода естественная звуковая система, или же это свидетельство существования чего-то большего. С каждым новым звуком, который удается записать, список нерешенных загадок только увеличивается. Тем временем исследователи продолжают изучать впадину в надежде разгадать эти звуки и, возможно, раскрыть еще более глубокие тайны океана. Но пока этого не произошло, остается лишь возможность предполагать, что же на самом деле скрывается за этими звуками и как они могут повлиять на наше восприятие подводного мира. Впереди еще много работы, и кто знает, какие еще тайны звуковой эфемеры могут быть раскрыты в будущем. Исследование Марианской впадины всегда сопровождается не только открытиями, но и серьезными последствиями, которые могут изменять не только мнение о самой впадине, но и подход к ее изучению. В первую очередь, погружения в эту бездну сопряжены с огромными рисками как для оборудования, так и для самих исследователей. Технологии, которые используются для изучения глубин, подвергаются экстремальным нагрузкам. Высокое давление разрушает сложные механизмы, а постоянная турбулентность может разбалансировать даже самые стабильные конструкции. Эти условия заставляют инженерные группы пересматривать схемы и усовершенствовать материалы, чтобы аппараты могли выдерживать резкие перепады температур и давления.
Научные команды, участвующие в таких экспедициях, сталкиваются с физическими и психологическими вызовами. Подготовка к погружению требует не только технических навыков, но и умения справляться с эмоциональными нагрузками, вызванными долгим пребыванием в изолированной среде. При этом каждый член команды осознает, что риск потери связи с внешним миром очень высок. Простая техническая неполадка может привести к фатальным последствиям, где каждый шаг требует осторожности и хладнокровия. Последствия изучения впадины касаются и окружающей среды. Экспедиции нередко приводят к нарушению хрупкой экосистемы, которая веками существовала в изоляции. Исследовательские аппараты и техника могут непреднамеренно изменять естественные процессы, воздействуя на уникальных подводных жителей. Это вызывает тревогу у экологов, которые опасаются, что вмешательство человека может нанести необратимый урон флоре и фауне этого региона. Кроме того, погружение в глубины сопряжено с высокими финансовыми затратами. Исследования требуют вложений не только в разработку и производство оборудования, но и в создание соответствующей инфраструктуры и обеспечение безопасности. Каждая экспедиция сопровождается сложной логистикой и значительными инвестициями, которые могут не оправдаться из-за множества непредсказуемых факторов. В случае неудачи потери могут быть серьезными, что заставляет многие организации задумываться о целесообразности таких рисков. Со временем, чем больше мы узнаем о впадине, тем больше осознаем, что она таит в себе не только великие загадки, но и угрозы, которые могут дестабилизировать современные представления о безопасности и технологии. Ученые, товарищи и инженеры находятся в постоянном поиске новых решений, чтобы минимизировать негативные последствия и обеспечить успешное изучение этого уникального места. Но, несмотря на все принадлежности технологий и инноваций, Марианская впадина продолжает оставаться загадкой, манящей исследователей со всего мира. С течением времени складывается вопрос, стоит ли продолжать попытки раскрыть все ее тайны, или же лучше оставить это больше природное явление в покое? Огромные затраты, усилия и риски заставляют задуматься, оправданы ли эти усилия, если результаты так и продолжают оставаться под завесой неизвестности. Каждый новый шаг в ее изучении сопровождается не только открытием новых горизонтов, но и новыми вызовами, которые ставят под сомнение нашу способность справляться с неизведанным. Возможно, однажды человечество применит более разумный подход к изучению подобных глубин, избежав прежних ошибок. А пока Марианская впадина продолжает хранить свои секреты, оставаясь местом, где наука и тайна идут рука об руку.